Всем привет, друзья и рукодельники! Очень рад приветствовать вас на своем рукодельном канале. Когда уже очень много элементов умеешь делать, из них можно составлять различные цветочные композиции. На этом ободочке в бело-золотых тонах сегодня присутствует воздушный лепесточек и веточки из фигурного дырокола и цветочки. Все вместе дает нам возможность такое сделать украшение. Смотрите, пожалуйста, мои видеоуроки, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новинки. Давайте начнем нашу работу. Так, друзья, сегодня делаю вот такой вот ободочек в бело-золотой цветовой гамме, который я уже, в общем-то, почти завершила, из тех элементов, которые показаны в моих мастер-классах. Здесь использую объемный лепесток из сутажного шнура и фатина с блесками. Такой в греческом стиле ободочек, который можно будет в историческом костюме будет использовать. Да? Как сделать такую веточку, вы найдете в моих мастер-классах. Покажу, как сделать маленький вот такой лепесточек, листик из фольгированной ленты шириной 6 миллиметров. Я уже показывала, как такой листик делать, но еще раз его сложим. 8 сантиметров отрезочек, 3 отрезка нам нужно. Также для работы нам понадобится пинцет, зажигалка, термоклей, могут быть какие-то кружевные элементы и полубусины золотого цвета. Ну и сам ободок, конечно. Можно взять готовый, обтянутый белым атласом ободок. Можно оплести его белоатласной лентой. Значит, 3 отрезочка складываем ровненько друг на дружку и находим серединку. Скипаем пополам. Значит, подровнять все и вот на один уголочек срежем ножницами. Склеим все слои ленты при помощи огня зажигалки. Разворачиваем к себе. Высокий острие нашего листика смотрит на нас. И мы получили 6 лапок этого листика, которые будем сворачивать нужным образом. Да? 2, значит, первые, которые ближе всего к серединке, мы отворачиваем от себя. Один и другой. Отвернули. Тут фольгированная ленточка, не важно, какой стороной вы это сложите. Она с двух сторон выглядит одинаково. Да, изнанки у нее нет. Вот остальные листики накладываем как бы один на другой. Придерживаем хвостики пальчиком. И последние. Небольшие складочки вы делаете сами. Можете сделать более узкий листик. Можете сделать его более такой объемный, да, если вы задрапировали его немножко по-другому, да, более свободно. Из этих листиков можно делать композиции, да, вот такие вот из 3. В качестве стебелька я сутажный шнур использую. И чтобы закрепить результат, естественно, мы сейчас срежем лишнее и сплавим огнем. Вот, листик готов. Очень красиво смотрится в композициях, в различных веточках.
Термоклей у меня уже тем временем разогрелся. И я взяла уже готовые элементы, которые можно заказывать в хобби-маркетах. Вот такие вот готовые цветочки. Объемные они бывают. Да? Мне нужен сегодня белый цвет и полубусины. Я буду вот так вот цветочки украшать, если нужно. Да, мне где-то будет закрыть, например, неприглядное место, да, буду использовать такие цветы. Для того, чтобы полубусины закрепить на цветочке, я использую клей Момент Кристалл. Заранее сделаю сердцевинки, чтобы обыграть вот это вот два цвета, да, в своем изделии, белое и золото. Подклеиваю веточку. И несколько цветков на термоклей. Ну, вот что получилось у меня на модели. Теперь можно будет посмотреть, может быть, что-то подправить. Но ободочек очень легкий и объемный, воздушный, благодаря вот этим вот лепесточкам, которые нам дают этот цвет прекрасный. Можно украсить ободок бантиком вот таким. Можно не украшать, на ваш вкус. На свадебное торжество можно приготовить красавице, маленькой принцессе такое украшение на голову. Если вам понравился мой видеоурок,
Оставайтесь со мной, друзья. Всем творческих успехов желаю. Творите красоту своими руками. Делитесь ею с близкими. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.